Сейчас мы протестируем длинные шипы на губке Hellfire X, на губке 0,5-0,6 мм, на тоненькой, грубо говоря. Губка родная. Основание у нас будет Pride. Короткие шипы, материал специалист Hellraiser, черные, а Hellfire X красные. Попробуем основные элементы. Это подрезка в дальней зоне, срезка на столе, периодически какой-то блок, может быть. Вот. Ну, что могу сказать? В принципе, наверное, с учетом того, что шипы вообще позиционируются для игры на столе, но с губкой они в дальней зоне играют достаточно уверенно и хорошо. Немножко первый мяч, конечно, запила с первого мяча нету, плоский идет. Вот. Но потом дальше запил усиливается. Очень контрольный прием мяча. Срезка на столе после скидки полностью плоская идет. Аккуратненько надо по скидке, может быть, даже где-то толкнуть больше, где-то накатить, где-то лифтинг сделать. Но если есть техника, то срезочка получается аккуратная, плоская и неудобная для соперника. Тяжело по плоскому потом сделать первый ход. Прием подач хороший. Особенно где-то, если даже верхнее вращение просто подставить, отрезать первый мяч. Но в отличие от тянущих шипов, эти шипы очень слабо тянут. И запила с первого мяча нету ни на столе, низ не дают, ни с первого топса, в принципе, такого сильного запила с первого мяча нету. Как у, грубо говоря, шипов более классического стиля, которые предназначены для игры в дальней зоне. Ну что можно сказать, по итогу получились очень сбалансированные такие шипы на губке, которыми можно как комфортно играть на столе блоками, подставками. Что блок средненький, а вот подставочка наоборот, подставочка и удар ими за счет губки лучше получается у меня, чем оксом. Оксом в дальней зоне вообще у меня не получалось, а этими получился какой-то баланс. В данном месте хочется добавить, что в отличие от Hellfire X на губке, OX-версия этих шипов исполняет чоп-блок великолепно. Именно для него OX и создавался. Обзор этих шипов в версии OX вы можете увидеть, кликнув по ссылке под этим видео. Хочу немного обобщить информацию по длинным шипам Hellfire X на губке 0,5 мм. Что дает губка? Губка немного добавляет задержку на мяче, но и выбрасывает мяч потом агрессивнее. В итоге получаем более контрольную игру в дальней зоне, появляется больше времени на обработку мяча. Шипы по первому топ-спину дают средний запил, который на втором и на третьем топсе уже становится очень сильным. Также на губке 0,5 мм остается неплохой контроль на столе. Правда, на столе намного меньше всяких эффектов. Чоп-блок на губке делать сложнее становится. Он не дает такой реверс, как OX, но в свою очередь обычная подставка становится более контрольная. За счет губки у нас больше времени для того, чтобы направить мяч в нужную точку стола. На губке 1,2 мм тоже хорошо играют эти шипы в дальней зоне. Мяч еще дольше сидит на ракетке, но и выстреливает агрессивнее прямо под белую линию. Для игры на такой толстой губке все-таки нужна довольно-таки хорошая техника. Так как игра смещается в более классическую защиту, и срезать на столе не тянущими шипами на толстой губке довольно-таки непросто. Также чоп-блок на столе на такой губке не работает, работает ниже среднего, скажем так. А вот накаты и быстрые подставки становятся еще опаснее за счет скорости, но и техника тут нужна на хорошем уровне. Спасибо, до свидания.